Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас с вами очень интересные ноготки. Эти ноготки сделала сама себе моя ученица на базовом курсе. То есть это первые миндалики в ее жизни, которые она пилила на себе. Пилить на себе жутко неудобно, как вы все знаете. Мы с этими ручками выходили в прямой эфир. Это ручки Зины. Все, кто смотрел прямые эфиры, тот в курсе. Итак, на эти ручки мы сегодня с вами делаем дизайн. На самом деле всегда все думают, что сочетание черного с золотом смотрится очень богато, очень здорово и очень прям вот как я люблю, дорого-богато. Но на самом деле нет. На самом деле самый дорого-богатый смотрящийся вариант – это сочетание белого с золотом. Именно на этом сочетании мы сегодня с вами и поиграемся. В данном случае сами ноготки у нас выполнены из замеса камуфляжа с блесточками. Этот замес мы смешивали сами, еще с предыдущей ученицей, мы тоже это все вам показывали. И сегодня мы не хотим, чтобы наши блесточки были скрыты под дизайном. Поэтому дизайн располагаем таким образом, чтобы у нас были вот такие вот зоны, закрашенные белым цветом. И именно на этих зонах мы и будем в дальнейшем рисовать. То есть, грубо говоря, половина ноготочка у нас так и останется из камуфляжа с блестками. Поэтому в данном случае прокрашиваем белым лаком те зоны, которые нам нужны под дизайн, и два ноготочка у нас будут полностью с белым покрытием. В данном случае на этом этапе нам нужно проследить за тем, чтобы белый лег максимально хорошо, чтобы у него не было никаких разводов, чтобы не было проплешин. Слава богу, нынешние материалы позволяют уложить их таким образом, чтобы все смотрелось идеально, чтобы они самовыровнялись, чтобы они помогли вам в нанесении. Это опять же зависит от материала. Мои любимые материалы вы знаете. Если кто-то не знает, смотрите ссылочки в описании. И для тех, кто обратит внимание, да, конечно, пилочкой Зина себе немножечко пальчик порезала. Но такое бывает, когда пилишь на себе и нет дополнительной третьей руки, которая могла бы отодвинуть боковые валики. Поэтому такое случается. Лично я, когда себе делаю маникюр, никогда не обхожусь без порезов. Интересно, девочки, напишите в комментариях, вы когда сами себе что-то делаете, вы идеально целые остаетесь или все-таки какие-то проблемы у вас случаются? Как я уже говорила, сегодня мы будем делать с вами белое с золотом. Золото мы будем делать втирочкой, поэтому бафим ноготочки. В данном случае золота у нас будет довольно-таки много, поэтому я, честно, поленилась перекрывать ногти финишным покрытием и бафила сразу цвет. Поэтому на среднем пальчике немножечко кое-где цвет забафился, но я положу туда прорисовку, и этого видно не будет. Поэтому просто при прорисовке я расположу элементы так, чтобы перекрыть этот косячок. Зато я сэкономила себе, наверное, минут 7 на дизайне на перекрытии финишным покрытием. Потому что, смотрите, нужно было бы перекрыть, просушить, забафить, то есть добавить еще минимум 2 минуты просушки и плюс еще 2 минуты перекрытия. То есть минимум 4 минуты, а там, если потрындеть, то все 7 получится. Черной красочкой без остаточной липкости вырисовываем вензелябры на наших ноготочках. Что такое вензелябры? Вензелябры – это вот такое вот движение кисточки, когда вы оставляете капельку и вытягиваете из нее тоненький хвостик, и все это движение у вас происходит по какой-то закрученной спиральке. То есть круглый капелькой потянули, и вот вензель у вас, собственно говоря, и получился. Эту молитву знают все мои онлайн-ученики, которые проходят онлайн-курс по вензелям. Они прям вымаливают вот это вот движение. Стараемся расположить наши элементы таким образом, чтобы между ними сохранялось одинаковое расстояние. Чем тоньше и одинаковее будет это расстояние, тем более кружевными будут смотреться ваши вензелябры.
И вообще, собственно говоря, вот эта неделя с Зиной, все дизайны у нас были под эгидой «Сделаем вензеля всем и ни разу не повторимся». Поэтому впереди вас ждет очень много интересных дизайнов, простых, основанных на вензельных элементах, с очень интересными техническими подходами. Если вы еще не подписаны на канал, рекомендую обязательно подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а если подписаны, то не забывайте включать ролики для того, чтобы их посмотреть, потому что будет действительно очень интересно. Итак, мы нарисовали наши вензелечки, просушили их 10 секунд в лампе и затираем пигментом. Пигмент у нас зеркальный, затирается в зеркало на красочке без остаточной липкости, и получаются вот такие вот металлические элементы. Благодаря тому, что наша красочка в капельках лежит объемненько, пигмент этот объем дополнительно подчеркивает, и у нас получается потрясающий переход фактуры. Все вот эти вот подъемы видно, и дизайн смотрится максимально объемным. Но согласитесь же, уже довольно круто выглядит, уже самостоятельный сам по себе дизайн, и в принципе на этом можно было остановиться, ну как обычно, можно было остановиться уже на этом, но нет. Нам с клиенткой, нам с ученицей захотелось чего-то еще более объемного. И нет ничего более красивого, чем трафаретная роза, выполненная в объеме гелем. В данном случае лепить мы будем не 4D гелем, не гелем пластилином, а гелем вот этим вот 3D для фактурной росписи, который оставляет высокий мазок. Вот именно таким материалом мы будем пролепливать с вами цветочки. Это тоже своеобразная лепка, это тоже техника лепки, поэтому вот эту технику сохраните себе обязательно в копилочку, потому что, основываясь на вот этом техническом моменте, тоже можно сделать безумную кучу интересных дизайнов. В чем же, собственно говоря, заключается технический момент? Итак, смотрите. Первым слоем, довольно плотненько, уже выставляя объемы, мы прорисовываем трафаретные розы. Если кто-то не знает, как рисовать трафаретную розу, схема трафаретной розы есть у меня на канале, ролик так и называется «Схема трафаретной розы». Найдите, посмотрите, там я на бумажечке рассказывала, показывала, что зачем нужно рисовать. Итак, все остальные знают, на этом мы останавливаться не будем. Итак, мы рисуем с вами трафаретную розу. На первом уровне уже частично выставляем объемы, а потом с каждым уровнем после просушки предыдущего поднимаем края лепестков. То есть, обратите внимание, что объемы на каждом следующем уровне я располагаю именно в краюшке лепестка, поднимая и выворачивая край. Итак, мы делаем, собственно говоря, ровно столько этапов, сколько нам необходимо, насколько мы хотим объемный цветок получить. В данном случае мы сделали 3 уровня объема, по-моему, или 4, но мы сейчас с вами посчитаем вместе, и на этом остановились. Но можно было продолжать и дальше, тогда роза получилась бы еще более высокой, более объемной. Нужно ли это или не нужно, это уже решать вам. Насколько вам хочется объемные элементы, мы посчитали, что нам достаточно будет и вот такого варианта.
Далее мне захотелось добавить немножечко цветных акцентов в нашу композицию, потому что все слишком беленько мне показалось, слишком нарядно, и мы решили добавить немножечко красных теней в серединку наших роз. Смешали красный цвет с черным, получили такой сливово-бордовый, и им сделали растяжку из серединки на лепестки. У нас розы немножечко подкрасились, и благодаря тому, что добавился темный оттенок, у нас появилась еще дополнительная глубина у розочек. Единственное, зачем нужно здесь проследить, это за качеством растушевки. Растушевать вам нужно очень аккуратненько, очень плавненько, чтобы переход был максимально плавный и незаметный. Ну а далее перекрываем наш дизайн финишным покрытием. Внимание, не выравниваем розы. Стараемся покрыть таким образом, чтобы наоборот снять материал с роз и чтобы розы остались максимально не залитые финишем. Мы зачем поднимали им объем? Мы зачем делали такие объемные вещи, чтобы их потом выровнять финишем? Итак, вот такие ноготочки у нас получились. К сожалению, мы забыли отснять конечную заставку для этого ролика в качестве видео. У нас есть только фотографии. Но видео я выставляла в сторис, поэтому продублирую к себе в ленту в Инстаграм. Подпишитесь на меня в Инстаграме, чтобы не потерять этот ролик. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Пока!